ребята, давненько меня не было на канале, пишите, как ваши дела, как вы поживаете, в какой стадии вы сейчас находитесь похудения, набора мышечной массы и так далее, потому что осень, как я понимаю, все стараются пойти в тренажерный зал или просто начать заниматься собой, что-то менять в своей жизни. В общем, напишите, в какой вы сейчас стадии находитесь. А сегодня у нас ролик будет с рецептами. Прошлое видео было с рецептами правильных полезных перекусов для школьников, да и просто вкусных перекусов. И в комментариях под этим видео многие просили снять меня именно рецепты на ужин, что можно есть на ужин. Так что сегодня я вам покажу целых 5 вариантов, которые я могу вам предложить, и вы можете это съесть на ужин. Так что если вы хотите разнообразить ваш ужин, вам надоело жевать пресную куриную грудку или же творог, этот ролик специально для вас. Для первого рецепта нам понадобится куриная грудка. Я, кстати, использовала даже свинину, кому как больше нравится. 1 ананас, лучше всего свежий, не консервированный. И ваш любимый сыр, который лучше всего плавится. Вот и все, всего лишь 3 продукта. Далее я очищаю ананас, обычно мне занимает это не так много времени, в Таиланде я уж точно научилась делать это быстро. И затем нарезаю его на небольшие, не слишком толстые кусочки. Сердцевину я обязательно вырезаю, так как она очень жесткая. Как мне кажется, чем слаще ананас, тем вкуснее получатся отбивные. Как ни странно, сладкое с мясом. Что вы думаете по этому поводу? Дальше я начинаю подготавливать отбивные, разрезаю их на маленькие кусочки, убираю жир лишний. Добавляю соль и перец по вкусу и начинаю отбивать, собственно, эти отбивные. Кстати, используйте пакетик, чтобы ничего на вас не летело. На противень, застеленный фольгой, я размещаю отбивные и сверху выкладываю ананас. Ну и дальше, естественно, нужно натереть на терке сыр. Ну и посыпать его сверху ананаса. Кстати, в оригинальном рецепте под ананас добавляется еще и майонез. Мне кажется, это уж совсем извращение и точно неправильное питание. Духовку заранее я разогрела на 400 градусов по Фаренгейту и помещаем туда наши отбивные примерно на 15-20 минут, так как это курица, все будет готовиться очень быстро. Я просто обожаю этот запах, когда готовятся эти отбивные, смесь сладкого вместе с мясом. Мне кажется, это очень круто. Если вы подобное не пробовали, для эксперимента, пожалуйста, сделайте. Мне кажется, вам обязательно понравится. Специально для вегетарианцев я подготовила этот рецепт, для которого вам потребуется вот такая вот капусточка или листы салата, я думаю, вы точно их найдете. Дальше вам потребуется нут консервированный, вот такие вот маленькие помидорки черри, немножко огурчика и томатная паста или томатный соус, как вам больше нравится, главное натуральный. Нам нужно с вами выбрать листы салата, которые будут похожи как будто на чашечку, в общем, чтобы они держали все, что мы в них поместим. Чем более свежими будут листья салата, тем лучше они будут держать свою форму. Итак, первый слой у нас как раз будет из томатного соуса.
Если вам сложно найти консервированный нут, то вы можете использовать обычный, просто ночью его залейте водой, и на утро вы можете его подсолить, добавить немножко приправ и также использовать по любому назначению. Я думаю, вегетарианцы знакомы с нутом, а какой он вкусный, если его подсолить, подперчить и запечь в духовке. Я обязательно сниму вам этот рецепт. Ну и дальше я уже нарезаю помидоры и огурцы. Вот и все, наши бутербродики, вот такие вот лодочки вегетарианские готовы. Может быть, не совсем удобно в хлебе или в лаваше было бы удобнее, но согласитесь, что гораздо диетичнее, особенно на вечер. Для любителей сладенького на ночь я вам приготовила рецепт полезных маффинов, для которых вам потребуется 3 морковки, 2 яйца, семечки тыквы или любые другие, семена льна, чуть меньше стакана молока, мука высшего сорта, сода и уксус, протеин, чтобы подсластить наши маффины. И также я добавлю новинку от Meal2Go зародыши пшеницы, что сделает наши маффины еще полезнее. Да, и здесь я сотрудничаю с этой фирмой, и я просто в восторге, то, что они расширяются. Ассортимент у них становится все больше и больше, не только спортивное питание, но и полезные добавки. Для начала, конечно же, самое нудное, это нужно натереть всю морковку на мелкую терку, так как мне кажется, что в тесте, в выпечке должны быть мелкие частички. Готовим смесь. В глубокую миску добавляем 2 яйца. Протеин у нас будет выступать в качестве подсластителя, поэтому я добавлю целых 2 скупа. Дальше 1 столовая ложка семян льна, кстати, они здесь очень дешевые. Погасим соду уксусом. Я всегда разогреваю молоко до комнатной температуры. Теперь я добавляю пару ложечек зародышей пшеницы. Их можно, кстати, добавлять не только в выпечку, но и, допустим, в какие-то коктейли или же салаты. Когда я прочитала их состав и их полезные свойства, я, кстати, оставлю ссылочку в описании, чтобы вы могли с ними ознакомиться, я была просто в восторге. Тыквенные семечки я решила добавить как в выпечку, так и для украшения. И, естественно, дальше мы добавляем саму морковь. У меня почему-то нет никогда последовательности какой-то, когда я делаю выпечку. Каждый раз это просто творение. Дальше добавляем муку. 1, 2, 3 и последние 4. Этого будет достаточно. И все тщательно перемешиваем. Ну, естественно, добавляем молоко. Я всегда стараюсь добавлять по чуть-чуть, чтобы не переборщить. Подготавливаем формочку для наших маффинов. Обязательно я смазываю их оливковым маслом или любым другим, потому что раньше я этого не делала и просто выгрызала все, что я туда засыпала в эти дырочки. И сверху для украшения добавляю немного семечек тыквы. Помещаем наши маффины в духовку, заранее разогретую, тоже на 400 градусов по Фаренгейту. Мы их аккуратненько выковыриваем ножичком на тарелку, и можно наслаждаться даже вечером, ведь вы помните, что сахара в них нет. В них протеин, полезные зародыши пшеницы, куча семечек, полезных жиров, и к тому же это все очень вкусно. Кстати, вы в курсе, что скоро Хэллоуин? У нас тут подготовка полным ходом, поэтому я решила приготовить салатик на Хэллоуин. Для этого вам потребуется куриная грудка, листья салата, авокадо и 2 желтых, а может быть даже оранжевых перчика. Также ваш любимый солененький сыр и немного сока лайма. Кто
сказал, что только тыкве можно вырезать мордочку, так что берем перец, ножик и начинаем вырезать глаза, носик и ротик. И вот вам готова вот такая вот чаша для вашего будущего салата. Кстати, да, мясо у меня вареное, я не сказала, и куриную грудку я нарезаю на мелкие-мелкие кусочки, их можно, кстати, разрезать, просто разодрать руками и поместить в большую миску. Дальше я нарезаю все продукты как можно мельче. Кстати, вы любите салат с большими кусками или с маленькими? У нас всегда в семье спор насчет этого. Конечно же, нарезаю авокадо, это мой любимейший продукт, вы это все знаете. И добавляю вот такой вот сыр, постарайтесь найти что-то подобное, тогда салат будет действительно необычным и очень вкусным. Ну и в качестве заправки мы просто используем сок лайма, почему бы и нет, мне кажется, это идеальное сочетание. И теперь в наши хэллоуинские чашечки добавляем весь салат. И вуаля, у нас все получилось, мне кажется, очень необычно. Даже если вы готовите какой-то праздничный стол, почему бы нет, или просто хотите удивить кого-то, обязательно сделайте этот рецепт. К тому же салат получился просто обалденный. Вот прошло уже 2 дня, а у меня до сих пор слюнки текут, и я его сейчас пойду и сделаю заново. Любители морепродуктов могут отрываться на ночь, потому что это именно то, что вам нужно. Для наших шашлычков вам потребуются креветки. Конечно же, чем больше, тем лучше. У меня, по-моему, королевские они называются. И еще нам потребуются те же помидорчики черри, возможно, перец или любые другие овощи, как вам кажется, которые подойдут к морепродуктам. Для начала я разморожу креветки в воде комнатной температуры. А пока нарезаем все овощи, если это необходимо, на не слишком большие кусочки. Также я решила добавить немножко лайма к нашему шашлычку. Мне кажется, это идеальнейшее сочетание к рыбе или к морепродуктам. А, да, не забудьте подсолить или добавить какие-то приправы. Кстати, это моя любимая приправка, я ее просто обожаю. К вашим креветкам, чтобы они не были пресными. Ну и теперь самое интересное, делаем шашлычок. Я сначала насаживаю креветку и как бы внутрь нее еще добавляю этот маленький помидорчик черри. Они как раз сюда очень подходят, поэтому я вам советую брать именно маленькие помидорчики черри. Очень красиво, как мне кажется, смотрится. И вот этот желтый перец очень дополняет картину нашего шашлыка. И отправляем все это дело в духовку на 15 минут, не больше, не меньше, примерно на 300 градусов по Фаренгейту. И наши шашлычки готовы, запах просто невероятный. Я думаю, что абсолютно всем понравится этот рецепт, в особенности, если вы решите его сделать на свежем воздухе. Как мне кажется, очень оригинально. Я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик и понравились рецепты, в особенности, если вы что-то из этих рецептов попробуете, обязательно пишите ваше мнение, мне всегда очень интересно читать ваши отзывы. И я сейчас стараюсь снимать ролики чаще, но в связи с тем, что у меня 2 канала, Инстаграм, 2 канала, конечно, просто голова срывается от этого, хочется и там, и там, и там успеть, в общем, но как уж получается, если что, не сердитесь, что редко выходят ролики, я поменяю, если что, расписание, если что-то буду не успевать, вернее, я уже не успеваю, это расписание уже давным-давно не работает, но, в общем-то, спасибо большое, что вы все еще со мной, все еще поддерживаете меня в моих начинаниях, и мы с вами встретимся в следующем ролике, я думаю, что это будет какая-то тренировка. Если у вас есть идеи, пишите в комментариях, но у меня точно есть чем вас удивить. Всем удачи, пока-пока!